Всем привет! Вы на канале 6 континентов. Сегодня будет самое необычное путешествие на моем канале. Так далеко я еще не забиралась. В этом видео вы станете свидетелем исполнения моей самой большой мечты – посещения Антарктиды. Я покажу вам свою каюту, расскажу, как я сюда добралась, какая здесь на самом деле погода, покажу пингвинов, много пингвинов, и расскажу, во сколько мне это путешествие обошлось. Это видео будет интересно тем, кто хочет избежать штормов в проливе Дрейка и добраться сюда по воздуху. Так что не переключайтесь, а мы погнали! До Антарктиды можно добраться двумя способами – по воде и по воздуху. Классические круизы стартуют из порта Ушуая в Аргентине, самого южного города планеты. Но на пути к седьмому континенту придется преодолеть пролив Дрейка, самое штормовое место, и болтаться в нем минимум 2 дня в каждую сторону. Это путь для самых отважных. Но есть и другой способ. Всего за 2 часа самолет вас доставит из города Пунта-Аренас в Чили на остров Кинг-Джордж, а оттуда вы уже погрузитесь на судно и отправитесь в путешествие, минуя пролив Дрейка. Но до Пунта-Аренаса у нас еще длинная дорога. Мы находимся в аэропорту Франкфурта, и чтобы добраться до Пунта-Аренаса, нам нужно будет сделать 2 пересадки. Садимся в самолет и летим до Сан-Паулу. Это самый длинный перелет в нашем путешествии. Лететь 12 часов. За это время я успела посмотреть 3 фильма, 2 раза поспать, и вот мы уже в Сан-Паулу. Тут короткая пересадка до Сантьяго-де-Чили, еще 4 часа лету, и мы в столице Чили. Друзья, мы наконец прилетели в Сантьяго-де-Чили. Тут настоящее лето, 32, наверное, градусов. Вчера, говорят, было вообще 34. И я просто счастлива, что я буквально хотя бы на несколько часов перед тем, как улететь в Антарктиду, попала в лето, в самое настоящее лето. Я уже запинаюсь, потому что я просто в щенячьем восторге и ужасно устала. Переодеваться я не стала, хотя с собой взяла летнее платьишко, но я решила, что, наверное, не буду далеко от аэропорта уходить, а внутри работают кондиционеры. Но я переодела свою обувь, вот, потому что мне были надеты зимние уги, в них как-то стало вдруг в угах очень жарко. А тем временем пойду сейчас исследовать аэропорт, возможно, что-нибудь перекушу, и нужно еще вот эти вот чемоданы сдать на следующую регистрацию. 6 часов прошли незаметно, и мы снова поднимаемся в небо. Это наш последний перелет на сегодня. Добро пожаловать в Пунта-Аренас! Так, вот это я понимаю, сервис. Нас заселили в отель, который называется Cabo de Hornos, как-то так. Посмотрите, какой тут номер, обалдеть! Вот так выглядит моя кровать. Вот так вот выглядит вся комната. Вон тут телевизор, стол, если надо кому-то поработать. Вид из окна, ну, тут, конечно, такое себе, но зато посмотрите, какое у нас второе окно. Обалдеть. Вид на океан. А дальше, ну или на море, что там у нас, а дальше только Антарктида. Вот так вот выглядит Пунта-Аренас. Пунта-Аренас – это город на самом юге Чили, на берегу Мегаланова пролива. Его часто называют воротами в Патагонию и Антарктиду. Город известен суровым ветреным климатом, но при этом богатой историей. В конце 19 века он разбогател благодаря морской торговле. Среди главных мест смотровая площадка Серра-де-ла-Крус, памятник Мегалану и набережная с видом на пролив. Сегодня Пунта-Аренас – важный туристический и логистический центр, откуда отправляются экспедиции в Патагонию и Антарктику. Несмотря на то, что на календаре декабрь, в Пунта-Аренасе сейчас лето, но не такое лето, как в Сантьяго, и даже не такое, как в Европе, а приятное и не жаркое. Температура воздуха сегодня 16 градусов Цельсия, светит солнышко и повсюду цветут цветы. Я сейчас, наверное, доем последнее, что у меня осталось с собой в чемодане. Это пачка чипсов. Я очень голодная, сегодня вообще ничего не завтракала. И потом пойду искать, где можно нормально что-нибудь поесть.
Вот, кстати, еще мне выдали вот такую вот сумку с сапогами, вот, от Антарктика 21. Здесь не выдают одежду, здесь только выдают обувь. Одежду всю с собой приносим сами. Вот сейчас покажу, как это выглядит. В этих сапогах мы будем ходить в Антарктиде. Вот такие вот резиновые сапоги. Они немножечко узкие. То есть я взяла себе на размер больше, потому что здесь нормально, а вот здесь вот мне прямо аж давит немножко. Но с другой стороны, наверное, так и должно быть, чтобы туда не затекала вода. Здесь можно заварить кофеек. Чашечки, правда, такие, как будто это не для кофе, а максимум для эспрессо. Или, может быть, вообще для чего-нибудь покрепче. Так, давайте посмотрим. Я вот прямо вместе с вами сейчас захожу. Я еще не смотрела. О, какая душевая. Тут все такое, кажется, новое, современное. Очень классно. Я прям вообще... Чуть не матернулась, простите, опять от эмоций. В общем, вот в таком вот отеле я останусь еще на одну ночь. Господи. Ну, вид у меня, конечно, как будто я немножечко зомби. За день до начала экспедиции мы отправляемся в Explorer House. Здесь базируется Антарктика 21. Именно она и устраивает экспедиционные круизы по Антарктиде. Сюда все члены экспедиции должны прибыть до 14 часов. Тут происходит регистрация на рейс, а также выдают ваш заказ, если вы что-то заказали из экипировки. Вечером нас ждал брифинг, банкет и ужин из 3 блюд. Но подъем был очень-очень рано. В 4 часа утра нас уже всех разбудили и отвезли в аэропорт. Всего 2 часа полета, и мы попадаем на остров Кинг-Джордж. Это еще не Антарктида, но уже Антарктика. Кинг-Джордж относится к южным Шетландским островам. Кстати, на этом острове находятся некоторые исследовательские станции, например, чилийская, российская и китайская. Наше путешествие будет проходить на теплоходе Ocean Nova. Это одно из старых судов, которые совершают экспедиции в Антарктиду. Его построили в 1992 году, а в 2006 он прошел реновацию, хотя и с тех пор прошло уже много лет. Количество пассажиров на судне составляет 62 человека, а также 34 человека экипажа. Итого чуть меньше 100 человек. Он же, кстати, один из самых маленьких экспедиционных судов, а это, несомненно, плюс, потому что в Антарктиде есть ограничения на высадку пассажиров. На судне также есть ресторан, небольшой фитнес-зал, комната для чтения, бар, сувенирный магазин и лазарет. Из развлечений предлагаются каяки. Так как судно не новое и предлагает более бюджетный вариант такого круиза, каюты здесь простенькие. Мне чем-то даже напоминает купе в поезде, но жилось мне здесь комфортно. В каждой каюте есть туалет и душевая, койка с очень классным тяжелым одеялом и столик 1 на 2. Каждому пассажиру еще предоставляется такой вот симпатичный блокнотик для записи. Тут лежит ручка, Wi-Fi. Кстати, Wi-Fi здесь стоит $25, и есть еще за 40 быстрый интернет, но мне вполне хватает и за 25. Такая вот мини-шоколадочка. Вот. И здесь есть еще карта Антарктиды и информационный буклет. Я делю каюту с соседкой, здесь еще один человек живет, а это моя сторона. Здесь есть еще верхние полки с одной и с другой стороны, но эта каюта считается двухместной. И, насколько я знаю, 4-местных кают здесь в принципе нет. Ну, то есть нет 4-местного размещения. Есть, по-моему, 2 каюты с 3-местным размещением, но когда я заказывала путевку, они были для авиакруиза недоступны. В самом начале путешествия по традиции проходит обучение по эвакуации. Это обязательная процедура на каждом судне. А затем встреча с капитаном, брифинг и в путь.
Сегодня у нас будет первая вылазка на Мельхиоровые острова. Сейчас ждем, когда команда проверит окрестности. Сначала всегда выходит команда на улицу, а потом уже выпускают нас, туристов. Вот они отплывают на зодиаках, чтобы проверить обстановку, прежде чем вести нас туда. Поправочка, мы сейчас не пойдем на землю, мы сейчас будем кататься в зодиаках вокруг вот этих вот ледников, а на землю мы, возможно, сможем ступить только после обеда. Первых загружают наших каякеров, потом уже мы пойдем. Я с удовольствием бы покаталась сама на каяках, но цена вопроса $600 или 600 евро, даже если мне память не изменяет. И это еще, относительно недешево. Недешево. Я знаю, что это дорого, поэтому я уже оговариваюсь. Это относительно недорого по меркам Антарктиды, потому что на других судах такое же развлечение стоит $800-900. Но даже 600 за пару заездов на каяке, это очень дорого. В общем, если бы цена была, хотя бы там в рамках, я не знаю, 100-200, может быть, долларов, я бы еще подумала. Мельхиоровые острова – это небольшая группа скалистых островов у западного побережья Антарктического полуострова. Они находятся в Антарктике, но не относятся к материковой Антарктиде как к континенту. Постоянного населения здесь нет, однако в середине 20 века на островах работала сезонная антарктическая научная станция Мельхиор. Благодаря естественным бухтам этот район давно использовался как укрытие для судов, работающих в антарктических водах. На данный момент Мельхиоровые острова представляют интерес прежде всего для ученых, изучающих климат, океанские течения и экосистемы Антарктического полуострова. Архипелаг состоит из нескольких десятков мелких островов, рифов и скал, многие из которых едва ли поднимаются над уровнем моря. Большую часть года воды вокруг них покрыты льдом, но летом появляются проходы, доступные для судов. Климат здесь типично антарктический, низкие температуры, сильные ветра и частые туманы. Несмотря на суровые условия, в этом районе можно встретить пингвинов, тюленей и морских птиц, для которых острова служат временным убежищем. Все, приехали. Я немножко замерзла, не то чтобы совсем замерзла, мне именно шапка как будто бы продувала всю поездку. Надо мне купить новую шапку. Тут вроде бы в сувенирном магазинчике продавалась одна. Классно, я в восторге. Но мы еще не были на материке. Я очень жду этого момента. Посадки впереди нас. Сейчас мы все стали на мостик и наблюдаем. Я, правда, ничего пока не вижу. Долгожданная высадка на материк. Тут уже целая очередь собралась. And very excitingly, our first landing is a proper continental one too. This is not an island, it is part of the continent. We're on peninsula. Сейчас сказали, что очень волнительно, потому что мы первый раз будем становиться ногами на континент. Это реально очень волнительно. После этого я смогу сказать, что я была в Антарктиде. Welcome to Paradise Bay Ground Station and the continent of Antarctica. You can also walk down to the station itself. It's Argentine Station.